Привет всем! Продолжаем разбирать новости о DLC Биомех. На сей раз поговорим о боссах-мехах и еще немного о механиторах. Боссы нападают, когда вы сами их вызовете специальным устройством. Сила их нападения не зависит от времени или богатства колонии, поэтому вы можете или запотеть пораньше, или уверенно справиться позднее. Это на ваше усмотрение. Зачем вообще вызываем командиров механоидов? С каждого выпадает отдельный механоидный чип. При первом приобретении каждого типа чипов вы откроете новый уровень исследования мехов. Чипы механоидов также используются в качестве ресурсов для производства механоидов высшего уровня и улучшения механоидов. Супермеханоиды идут с мехами сопровождения всех других типов, чтобы добавить боевой мощи. Командиры приводят новый эскорт каждый раз, как их вызывают, и требуют разного тактического подхода для каждого боя. Они разработаны так, чтобы быть максимально отличными друг от друга. Поэтому каждая группа — это новый вызов. От бесконечного роя до стрельбы из снайперских винтовок и поджигания. У супермехов есть огромный выбор боевых стилей. Всего есть 3 типа боссов-механоидов. Дьявол — сверхтяжелый механоид с высокоэнергетической пушкой из адских сфер. Созданная для прорыва осады, ее орудие требует время, чтобы зарядить выстрел. Дьявол рассеивает свою излишнюю энергию через тепловой столб, установленный на его спине, что позволяет ему производить массивные огненные взрывы в качестве защитной меры, если его окружают с близкого расстояния. Чрезвычайно мощному дьяволу не хватает маневренности, а это значит, что вам нужно быть быстрым и ловким, чтобы победить его. Определенно, довольно неприятный товарищ, особенно если ваша база и местность вокруг нее может гореть. Однако при большом количестве заранее подготовленных позиций и расстреливая его со средней дистанции, например автоматами, он не должен быть сверхпроблемным. Королева войны. Механоид со встроенным гестатором. Королева войны может вынашивать небольших боевых роботов в своем панцире и использовать их в бою. Имея время для набора численности, Королева войны может сокрушить любого противника десятками боевых мальчишек. Королева войны требует уважения. Если вы не уничтожите ее быстро, это может иметь разрушительные последствия, поскольку она разрастается и наводняет вашу колонию. Что ж, сама по себе она, видимо, не представляет большой угрозы, если напасть на нее сразу и не дать размножиться. Однако с кучей малышей уже будет представлять опасность. Следовательно, рашим ее. Апокритон. Таинственный Апокритон – умный командир-механоид и психический воин, питающий бесконечную ненависть к человечеству. О нем мало что известно, за исключением того, что его психические силы отравляют человеческий разум яростью. Его оружие – ненависть. А вот этот чел меня напрягает. На скрине он влияет в том числе и на мехов. Но раз о нем пока особо нет информации, соответственно, пока и нет смысла гадать, как с ним справиться. Но скорее всего, он будет самым опасным из боссов. Как я рассказывал в прошлом видосе, мы можем строить в том числе и мехов-боссов. Но пока информация была только о том, что можно делать дьявола и королеву войны. Про Апокритона непонятно. Почему же мне не нравится идея строить себе боссов? Дьявол все поджигает. А я уже не раз говорил, что идея сжигать то, что потом нам может пригодиться, мне не нравится. Королева войны, скорее всего, содержать все время ораву малышей будет накладно. Соответственно, польза от нее будет только в обороне от кластеров, что на самом деле не особо проблема. Мне кластеры, как правило, сами по себе не вредят, только дефают меня от нападений, и потом смирно идут в киллбокс, где мехи и помирают. А с оставшимися турелями разобраться несложно. И да, мы можем перекрашивать и переименовывать своих мехов. Я надеялся на большую кастомизацию, но что есть, то есть. Также появилась еще информация о способах улучшения механиторов. Разблокировав более мощную технологию механоидов, вероятно, надо победить босса, вы получаете доступ к широкому спектру улучшений механиторов. От нейронных имплантов до специальной механиторской брони. Виды имплантов-механиторов. Аплинк контроля. Эти нейронные импланты расширяют вычислительную мощность механиторов, давая им дополнительные группы управления и увеличивая скорость работы рабочих мехов. Удаленный ремонтник. Улучшение мехлинка, которое позволяет механику ремонтировать механоидов на расстоянии. Удаленный щит. Имплант, который позволяет механику проецировать щит на дружественного механоида. Процессор беременности меха. Этот имплант соединяет механитора напрямую с его резервуарами для гестаторов и увеличивает скорость производства или воскрешения механоидов. Ремонтный зонд. Чем больше механоидов,
тем больше ремонт. Импланты ремонтного зонда существенно увеличивают скорость ремонта. Большинство механиторских имплантов можно устанавливать несколько раз. Есть много возможностей для развития, чтобы сделать чрезвычайно мощного механитора. Однако вся сила имеет свою цену. Улучшения механиторов высокого уровня могут быть сделаны только с использованием высокотехнологичных чипов, полученных в результате победы над супермеханоидами. Помимо имплантов, у механиторов есть большое разнообразие специализированного снаряжения. Механиторские наушники — это вмонтированные в голову коммуникационные компьютеры, которые увеличивают количество механоидов, которыми может управлять ваш механитор. Механиторские паки — пакеты управления и пакеты пропускной способности — дают дополнительную гибкость, предоставляя больше контрольных групп или большую пропускную способность. Мех-командир и броня мехлорда – лучшее механическое снаряжение. Эта усиленная броня значительно увеличивает пропускную способность механитора. Я планировал в этом ролике разобрать еще и загрязнения подробно, но там инфы очень много, и тогда бы совсем не получилось уложиться в формат. Так что про отходы жизнедеятельности мехов поговорим в отдельном ролике. Постараюсь выпустить его побыстрее. Многоуважаемые зрители, а что вы думаете о боссах? Кого вы хотите в свою коллекцию? Будете ли собирать всех покемонов? Ой, сверхтяжелых механоидов? Добро пожаловать в комментарии. На связи был Тосфорс.